Всем привет! Очередное упражнение, связанное и с акварелью, и для тех, кто будет заниматься иконописанием. Мы рисовали кроны деревьев, и сейчас я хочу показать, как можно их разнообразить, листву на этих кронах. Вот мы, например, я не буду рисовать стволы, так как они нам сейчас не нужны. Вот мы рисуем несколько крон контуром. Потом, когда они у нас просохнут, мы их прокроем одним тоном. И позже, когда эта краска просохнет, мы попробуем проработать какую-то листву на них, декоративную. Одновременно это будет у нас и упражнение опять для разработки руки, одновременно же это будет упражнение для того, чтобы мы научились делать какие-то более сложные элементы в изображении декоративных деревьев. Хочу сказать, что я вам на следующем уроке еще покажу принцип рисования контуров этих деревьев, чтобы у вас была возможность потренироваться и научиться это делать потом без перевода с кальки или какого-то изображения, а вот непосредственно самим. И именно показав на таких декоративных деревьях принцип построения кроны, вам будет потом легче воспринимать, когда я буду рассказывать о том, как рисовать сложную крону дерева реалистичного. Вот мы сделали такую
контурное изображение. Теперь я беру большую кисть, делаю более светлый тон, добавляю просто в эту краску немножко желтого, чтобы она у нас была более салатовая и отличалась немножко от контура. Это у меня здесь не акварельная, здесь не акварельная бумага, а ватман. Вот я беру кистью, прикрываю. Стараюсь это сделать как можно равномернее. Просто, конечно, здесь, если вы заметили, когда я рисовала, сделала заливки на акварельной бумаге, то там краска совершенно по-другому ложится. Но здесь тоже можно достичь равномерности. Вот. Вот так. И мы сейчас прокрываем все наши кроны таким однотонным цветом. Покрываем равномерной заливочкой. Стараемся, во всяком случае, чтобы у нас она получилась максимально равномерно. Поэтому здесь может быть даже где-то в каких-то местах необходимо немножко так поторопиться, чтобы краска не успела у нас подсохнуть. И пробуйте на разные бумаги, и на плохой, и на хороший, потому что если вы сделаете хорошо на не очень даже качественной бумаге, то на качественной вы тем более сделаете хорошо. Потому что у нас бывают разные условия, не всегда есть под рукой хорошая бумага, иногда бывают вообще трудности материальные с покупкой каких-то материалов. Помните, как у Пикассо был голубой период? Вот. Видите, я постепенно красочку так распределяю, чтобы она у меня получилась равномерно по всей плоскости. Это вот что касается работы с ватманом. И еще видите, как получается от формы нашего изображения также в какой-то степени зависит трудоемкость процесса, потому что вот такую труднее, такую форму было тяжелее заливать, чем, например, вот эту, которую я сейчас делаю. Здесь как бы листья идут навстречу друг другу, и мне легче распределить равномерно, чем большую такую вот плоскость, как в предыдущем элементе. Здесь я попробовала набрать немножко больше краски сразу. Здесь маленькая плоскость, и она равномерно распределяется, равномернее, чем на большую.
Вот такие у нас получились хроники. Теперь пускай это все просохнет, и мы продолжим работу над ним.